В два микрофона, да. Мне нечего вам говорить, кроме здравствуйте. Кроме того вот интереса, который вы проявляете к кино, уже 16-й раз. Мы умудрились так проводить кинофестивали, что никто о нас плохо не пишет. Представляете? Позвольте, я вам представлю Энди МакДауэлл. Вы все знаете. Энди, кстати, у нас сидит консул Америки. Вот он машет. Все, ребята, я закончил. Энди МакДауэлл. Большое спасибо, что пришли. This movie was really important in America for independent cinema. Фильм, который вы посмотрите, он был очень, сыграл достаточно важную роль в американском независимом кино. It was made for $1 million, which, you know, it's not a lot of money for making a movie if you think about everything that you have to do in making a film. Бюджет у нас был всего $1 миллион, и если подумать, сколько всего на этот миллион нужно сделать, то понятно, что бюджет, в общем, не такой большой. And when I read the script, it was, for me, a very surprising, unusual script, especially in the, I'm trying to remember what year it's made, 89, yes, 89. It was very offbeat and avant-garde and a little bit risky. И когда я прочитала сценарий, я вот точно не помню год, но, пожалуй, 1989. Тогда этот сценарий показался мне достаточно необычным и рискованным. I mean, even the title, Sex, Lies, and Videotape, especially in 1989, it was a strong title. Даже само название фильма «Секс, ложь и видео» в 1989 году, в общем, заголовок такой сильный. And a lot of agents were a little bit afraid of it because when I read the script, it was a little bit stronger in how he described the visuals. Like, for one thing that was in the original script that is not in the movie is he actually talked about seeing her pubic hairs. I don't know if you want to say that, but it's okay. But that was in the script, and for agents, I think a lot of agents were kind of thrown off by that. They were like, what? Я думаю, что агенты, когда читали, в общем-то, сценарий, они все очень так стеснялись и боялись, потому что сценарий на самом деле он еще смелее, чем сам фильм. Там есть достаточно такие откровенные вещи. Например, там в какой-то момент теоретически он видит, значит, волосы, которые у нее на лобке. И это все людей очень смущало в далеком 89-м году. When it was that movie made it, that there wasn't any frontal nudity, but it was a very sexually charged film, especially for Laura Sanju-Koma, who plays my sister. Но фильм, когда его сняли, там, в общем, обнаженного тела женского вот так прямо не очень много. Он оказался гораздо более сдержанным, несмотря на то, что он как бы сексуально заряжен, все равно, особенно для моей партнерши, которая играла мою сестру. Anyway, when I read the script, I fell in love with Anne Bishop Mulaney. That's the character that I played. And the reason that I loved her is originally I'm from the South, and in America, particularly women in the South, a lot of women were afraid of their sexuality. Но я влюбилась в этот фильм сразу, я влюбилась в тот персонаж, которого я играю, Энн Бишоп Милани ее зовут, и влюбилась я по нескольким причинам.
И этот фильм южный, это фильм о южной женщине, и каким-то образом так происходит, что мы в нашем кино не рассказываем о сексуальности женщин с юга. And I had a lot of compassion and empathy for this character, because here was this woman that was genuinely loving to her husband and a really good sister, but she had this fear of, she was so afraid of her own sexuality, her own sexual side, that she could not have an orgasm. Но женщина, вот персонаж мой, я ее очень хорошо понимала, я ей всячески сопереживала и сочувствовала, потому что она очень хорошая, любящая жена для своего мужа, она хорошая сестра для вот этой девушки, но она забывает о себе, о своей сексуальности, о тех чувствах, которые она испытывает, и, в общем, тех проявлениях, которых она во многом лишена, оказывается. So you'll see her in these scenes where she's talking to her therapist, and she does everything she can to avoid talking about what really is the problem. И там есть некоторые сцены, когда она разговаривает с своим психологом, и видно, что она всеми силами старается избежать вот этой необходимости говорить о том, что, собственно, является для нее проблемой. So she'll talk about things like garbage. Она будет говорить о том, кто выносит мусор, условно. And it's one of my favorite scenes in the movie for me as an actress, because when I did that scene and he asked me about orgasms, I blushed in the scene. И для меня, наверное, это любимая сцена. The character, I blush, you know. И для меня это любимая, наверное, сцена во всем фильме, потому что когда у меня, значит, психотерапевт спрашивает про оргазм, я в фильме вся краснею. Это была моя естественная реакция. And that was one of the things that Stephen had said he was astonished by, because in every time I did the scene, I would blush. И Стивена это очень удивило, в хорошем смысле этого слова, потому что каждый раз, когда мы делали сцену, каждый раз я заливалась румянцем. But I loved the character so much that I lost myself in her and really connected and felt that I was this person while I was doing the performance. Но я так полюбила вот персонаж, который играла, я в ней практически растворилась полностью, и я ее приняла. And he was a great director to work with. He was 27 when he directed this movie. So он был совершенно замечательным режиссером, молодым в то время, ему было всего 27 лет, когда он снял этот фильм. And it had a very relaxed feeling on the set because I wasn't afraid of him. I don't know, it was like working. He was younger than me. I was 30 when I did it. И я на съемочной площадке чувствовала себя очень свободно и раскованно, наверное, потому что я была в это время уже старше, чем он, мне было 30, ему 27. Really comfortable feeling. We all got along great. We took a bus. We all rode the bus together. I stayed at like this really kind of cheap residency inn. I don't know if you have the equivalent of that. It's a residency inn. And do you know what that is? Yeah. Мы вместе, в общем, проводили достаточно много времени, было абсолютно комфортно, мы вместе ездили автобусом, мы жили в такой небольшой, недорогой гостинице. But anyway, it was a really warm feeling that all the actors had. We all knew that we had great material, and it was a really wonderful opportunity to create something that could really be seen as great work. И между актерами очень были теплые отношения, потому что у нас был замечательный материал, и мы знали, что мы делаем что-то, про что потом скажут, вот это хорошая работа, это действительно стоит.
But me personally, I had no idea it was going to have the huge success that it did. At the time I did it, I was really having a hard time finding work. I was struggling as an actor because people didn't really know what to do with me. They didn't take me that seriously. Но я не думала, что после этого, что этот фильм на самом деле ждет такой успех, потому что как раз когда мы его снимали, в моей карьере актерской были не очень легкие времена, и по большей части это было связано с тем, что люди просто не знали, что со мной делать. So when it ended up going to, by the way, I was also pregnant when I was shooting. К тому же я еще была беременна. But just barely pregnant. Но в самом начале. But when it went to the Sundance Film Festival, I didn't go because I was, pretty big and I didn't want to fly being pregnant. Но когда его показывали уже на фестивале, Sundance, я уже не поехала, потому что, в общем, я уже была большая и летать мне было страшно. But it won at Sundance. Но он же на Sundance как раз и победил. Yeah, and that sort of changed a lot of the perspective at Sundance. It really made independent movies viable. Everybody was like, wow, okay, you can make a movie for $1 million and it can win at Sundance. И на самом деле этот фильм оказался очень важным, и на Sundance многое изменилось, потому что люди поняли, что можно снять фильм всего за $1 миллион, и он будет очень-очень важным и значимым. And then it went on to the Cannes Film Festival, which I didn't go to again because I had just had the baby, and I should have gone, but I was nursing and I felt really fat, and that was a stupid reason not to go, but I was terrified of how people would treat me, but I didn't go, and then it won in Cannes. А потом он поехал в Канны, а я тоже не поехала, потому что я как раз только родила, и, в общем, я кормила грудью. Это была ошибкой. Я, в общем, была не права, должна была ехать. Но я вот думала, что вот я кормлю, и я вот не такая стройная, и, в общем, как-то себя не очень к себе так хорошо относилась. В общем, я не поехала, а он в Каннах выиграл. And the bad thing about that is I didn't get to feel the love, because I think they were so embraced, all the other actors and the director. I really missed out on the experience of what that would be like. И на самом деле, мне кажется, что я как раз упустила вот эту возможность, потому что, которую испытали другие члены съемочной группы, режиссеры, актеры, что вот это значит вот так вот выигрывать на таких замечательных фестивалях. But Stephen called me and said we won, and so I asked him, I said, does this mean it's going to have a distribution, which is, that was a pretty stupid question. Но Стивен мне позвонил, сказал, мы выиграли. Я у него спросила, означает ли это, что наш фильм покажут в кинотеатрах? Because, yeah, I know. So, but when I did it, in the back of my mind, I kept thinking, here's going to be material I can show to casting directors, because now I can really show them what I can do. Потому что, когда мы снимали фильм, я на самом деле думала, наконец у меня есть материал, который я могу показывать людям, которые набирают актеров в следующие фильмы, потому что это тот материал, которым я могу гордиться. But it had a much bigger life for me. Но на самом деле оказалось, что жизнь у этого фильма намного больше, чем я вначале планировала. Because then it not only was for casting directors, but it was for everyone to see what I was capable of doing. Оказалось, что это фильм для всех, что этим фильмом я всем могу показать, на что я способна. And some other little details I love in the movie and the writing and the directing that I got from Stephen were her need to clean her house. И еще всякие мелкие детали из фильма, из сценария, которые я вспоминаю. Например, вот такой маленький штрих, что ей все время нужно убирать, чтобы дом был чистый. And I think that's another part of her and her fear of her sexuality. It's just like everything has to be so clean. Я думаю, что это еще одна ее сторона, и что таким образом тоже проявляется ее подавленная сексуальность.
And Stephen and I went to the mall to look for ideas on how I should dress. И мы со Стивеном пошли в магазин, чтобы как-то присмотреть, во что бы она могла одеваться. So really soft and like very momsy, not sexual. Что-нибудь такое мягкое, такое мамочкино, чтобы совершенно исключить всякую мысль о сексе. And Lauren Sandricum is the opposite. Совершенно The sister. не так, Lauren не так, как, Sandricum, my не так, как sister. называется, не так, как одевается ее сестра. But yeah, so anyway, I think the movie is, it was, especially at this period in time, it was very transformative. Я думаю, что вот именно в то время фильм оказал такое преобразующее влияние. And I went to see it at the Sundance Film Festival for the 20th anniversary and watched it with Stephen and a couple of the other actors. Я на 20-летие снова оказалась в Санденсе, и мы смотрели этот фильм со Стивеном и парой других актеров. And I think he probably critiqued himself because now, you know, he's such a master filmmaker, and this was his first movie. И я думаю, что он когда смотрел, он как-то критически очень к этому фильму к себе относился, потому что это было еще тогда, а сейчас он уже мастер и признанный всемирно известный режиссер. But you know, for me, I think the movie really does hold up, except for the world has changed so much that technology has taken us into a whole different sphere. Но я смотрела фильм, и для меня фильм выдержал испытание временем, несмотря на то, что жизнь наша так изменилась, и если мы подумаем о тех технологиях, которые сейчас есть, то получается, что мы живем вообще в какой-то другой жизни. In a way, I had an interview person ask me something about that. Did Stephen have the foresight to be able to see into the future? But I really don't think that it was anything to do with that, but it is interesting. Но на интервью в любом случае меня спросили, означает ли это, что у Стивена был дар предвидения, означает ли это, что он мог видеть то, что случится в будущем. If you think about how we reveal ourselves now through technology, our sexuality, especially young people. Но я на самом деле не думаю, но тем не менее, если мы поразмышляем над тем, как сегодня люди проявляют себя, в том числе с помощью технологий, если мы говорим о молодых людях, как они проявляют таким образом свою сексуальность. But anyway, the technology in this movie is going to be dated because it's 1989 and it's videotapes. В общем, в любом случае, технологии в этом фильме еще древние, ну, потому что это 89-й год, там у нас видеокассеты, понятно. Now everybody tapes themselves. Теперь уже все себя сами записывают, в общем, для этого специально ничего не нужно. But I still think the movie is an amazing piece of art, and the performances are all really strong and interesting. Тем не менее, мне кажется, что этот фильм настоящее произведение искусства. Здесь очень хорошие, крепкие актерские работы. James won, I believe, at the Okеan Film Festival for his performance, and he does a beautiful job of a man who also has some kind of disconnect with his sexuality. И Джеймс тоже получил приз за роль, которую он сыграл в этом фильме. Он там играет человека, который тоже как бы находится в некотором разобщении с самим собой и своей сексуальностью. But I think for his character, it's more of a fear of intimacy. Но, наверное, для его персонажа это больше страх, боязнь интимности, близости. Yeah. And I think by the end, what happens between him and Anne is these two people that have these great fears recognize each other. И в конце, что у нас происходит между нашими персонажами, они находят друг в друге человека, который узнает эти страхи. And lastly, I'll say there was a scene that was in the original script where I talked to the therapist at the end.
but it was really important to me that there was some resolution between me and my sister. No, there was no resolution between me and my sister. В сценарии не было никакого выяснения отношений между мной и моей сестрой. Yeah. А я чувствовала, что это очень So I важно. asked Stephen, I said, I think there needs to be a resolution between the sisters. I wish there was a scene where you knew that relationship would be healed. Я поэтому сказала Стивену, что мне кажется, что должна быть там сцена какая-то, из которой бы мы поняли, что вот это отношение между старшей и младшей сестрой, что оно будет, что они, в общем, вылечатся, что они выздоровеют. В общем, вы все поймете, когда фильм посмотрите. But anyway, he added that scene, and it was really important to me because I have sisters. Он эту сцену добавил, и для меня это было очень важно, потому что у меня у самой есть сестры. And I was struggling with that. I wanted to know that she was going to be able to forgive her sister. Not her husband, but you're going to see the movie, so you know what I'm talking about. И для меня это было важно. Для меня было важно знать, что она сможет простить свою сестру. Не мужа, Бог с ним, а сестру вот точно. Okay, I hope I set the movie up really well for you. Мне кажется, я о фильме уже много рассказала. If anybody wants to ask me anything, Если, right может ahead. быть, вы какие-нибудь хотите задать вопросы? I think I've given you a lot of good information about this movie. Пожалуйста, да? А там у строителя у нас время есть еще наше? До начала. Потом мне махните, пожалуйста, пока они думают. Может, тут какие-то вопросы, это встреча восхитительная. Что помогало и поддерживало вас в трудные моменты вашей жизни? What helped you and supported you in the difficult moments of your life? I do a lot of yoga. I'm very spiritual. I love to be in nature. Я занимаюсь йогой, я думаю о духовном, я общаюсь с природой. Okay. Скажите, пожалуйста, по российским меркам Энди многодетная мама. А чем занимаются ее дети? Чем занимаются, что плохо слышите? Дети. занимаются? Многодетная мама Энди. Oh. By Russian standards, you are a Да, трое детей. multi-children woman. Okay. My son lives in Montana. We have a ranch there. And so he takes care of the ranch and he sells real estate. He has a really sweet girlfriend. Мой сын живет в Монтане, у нас там ранчо, и он еще продает недвижимость. У него очень приятная подруга. And my daughters live together, not very far from me, about 10 minutes from me. And my daughter Rainey's a singer-songwriter, and she acts as well. And my daughter Margaret's an actress. Мои дочери живут вместе недалеко от меня, примерно в 10 минутах. И одна из них, Рейнс, она пишет песни, их исполняет, а другая, Маргарет, она тоже актриса. And they have a dog, and Rainey rescues kittens too. У них есть собака. Рейни любит подбирать котят. And I have a dog, so we walk dogs together, which is one of the sweetest parts of my life. У меня тоже есть собака, и мы часто выгуливаем их вместе, и это для меня вот одно из самых приятных времяпровождений в мире. Дорогие друзья, у нас вот, аплодируйте. Наше время, потому что фильмы здесь еще. У нас, по-моему, сейчас будет церемония, да? У нас очень интересная, которую вы уже многие знаете. Сейчас, пожалуйста, кинотеатр, сеть кинотеатров «Иллюзион», пожалуйста, мы руки, которые, да, Алия, и любезно согласилась, да, пожалуйста. Это та аллея, где руки вы видите, пожалуйста. Okay. How hard, I wonder. Yeah? Yeah.
Okay, go, go. You have to keep going harder. Держите ее, она давит этот асфальт. Да. Спасибо. Все, устроители, да? Дорогие друзья.